Приветствую, друзья. Значит, краткая предыстория по этому мотору. Значит, были отреставрированы ваносы и по какой-то причине просто неправильно установлены. Сейчас же будет переустановка и коррекция ваносов по новым. Те же самые ваносы будут установлены на этот же мотор. И что выйдет, оцените сами. По сути, очень много людей обращаются, что установленные были ваносы, да, новые, и стук продолжается через какое-то время. То есть нет никакой гарантии, что вы поставите новые ваносы, они заработают. Существует ряд причин износа вообще деталей, по которым стукают ваносы и некорректно работают. То есть на это надо все обращать внимание. Также устанавливать новые болты, адаптеры, колечки и соленоиды. Это надо все диагностировать правильным образом. Многие мастера на это не обращают внимания, а в частности левосторонний ключ динамометрический, который четко вам говорит, как правильно зажать, какие моменты. Мастера тоже это игнорируют, зажимают от руки, абы как. Ваносы изначально новые приходят в негодность только по причине неправильной установки. Холодный пуск. Холодный пуск без достаточного движения. Это причина неправильной установки ваноса. Страшного ничего нету, просто надо переустановить и правильно поставить. Это мотор еще не прогрет. Сейчас прогреется, дизеление услышится еще больше. Работает минут так 10. Давление стало около единички. Неудобно чуть-чуть. Даже и нет. Ну такое давление. Ну, человек говорит, что еще падает давление, когда привезли. Как бы не очень хорошее давление. Но все равно ваносы, если правильно установить, они будут работать. Если поставить новые ваносы, есть риск, что они выработаются преждевременно. Чтобы проверить давление, правильное показание, надо, чтобы мотор поработал где-то 15 минут 20 и таким образом поднимать обороты. Это даже если машина ездила, приехала горячая и меряет давление мастера, это все ошибочно. Это, можно сказать, обманным путем оно меряет. Не совсем хорошо. Надо подогреть хорошо. Мотор там 8 литров масла, оно должно прогреться. И сейчас выйдем, посмотрим, какое давление покажет. Мотор уже работает минут 20. Ну и таким образом где-то по 20-30 секунд я поднимаю обороты. И то сейчас прохладненько. Уже где-то градусов 22-25 на улице. Если будет 35, то масло прогреется еще больше. Ну вот, пожалуйста, то, что я говорю. Давление 0,4-0,5. Если советский манометр вкрутить, то будет 0,2 вообще. Как бы это дальняя голова, там может чуть-чуть больше. Но 0,5 это аварийное давление считается в моторе. Чек говорит по какой-то причине, надо тоже разбираться. И есть легкое трухание мотора.
3.5, так что динамики тут особо разгона не добьется. Не нравится мне это расстояние между цепью. Сейчас покажу. Расстояние между цепью и адаптером. Натянута цепь вот сейчас, причем не очень сильно. Я тянул всего лишь килограмм усилия. Вот это вот шпильки получается. И можно сказать, расстояние между цепью и адаптером практически нет, пару миллиметров. Это говорит о том, что цепь пришла в негодность. И обводная планка, и еще натяжитель. Это все менять, потому что посыпется обводная и плохо, короче. Значит, что было произведено? Коррекция ванусов, переустановка. Те же самые ванусы поставили и, ну, короче, выставили правильно. Сейчас будет пуск. Датчик некорректно работает уже. И сразу check engine погасло, что подтверждает, что ванусы были неправильно установлены. Датчик уже прогретый показывает мотор. Или жарко просто сейчас уже. Давление КВ 1.4. Обязательно прогревать мотор до рабочей температуры. Почему? Потому что заставляет вращать колечки на распредвалу. Сейчас прогреем, дальше водички. Смотрим, как работает нагреватель. Масло горячее. Работа мотора. Горячее очень. Ну, давление 0,4 где-то, 0,3 вот так вот. Двигает. 0,5. Я только что погонял в ней, так что нормально. Прием у нее хороший. Ну, как для 3.5 это прием отличный. Полностью прогретый мотор. Тоже поднимает нормально. Это не 4.4, но для этого мотора в целом прекрасная работа. Перестала колбасить ее. Ну что могу сказать? Надо ванусы, когда ремонтировать, надо обязательно новые болты ставить, новая цепь, гидронатяжители, межраспредвальные, основной цепи. Ну и желательно, конечно, менять всю лобовину по кисти. Тогда будет работа мотора целиком нормально. Но если нет, то
жду результата. Здесь что? Я ничего не делал, просто правильно это установил. И все. У каждого ваноса есть свое место. И как бы, если правильно его поставить, установить стука не будет. Меняйте вы резинки, не меняйте, он просто перестанет стучать. Эта информация, она нигде не распространяется, ни в какой литературе ее нет. Есть правый ванос, есть левый ванос, есть порядок установки их. То есть, как бы, такая история. В целом я доволен. Пишите свои комментарии, что думаете, и ставьте лайки, не забывайте.